Я вас всех приветствую. Продолжаем наши видео, наши темы и проблемы, которые нам мешают, и как мы их решаем. Сегодня мы будем говорить про застой. И найдем, есть у меня конкретное решение, и ты сделаешь это, и твой застой исчезнет, как будто его и не было. Теперь давайте определимся тому, что какое чувство застоя, да? То есть посмотрим, знакомо вам это чувство или нет. Когда каждый день копия предыдущего, никаких изменений. А от вдохновения остались одни воспоминания. В принципе, просыпаешься, а впереди все тот же маршрут, те же задачи и то же мерзкое ощущение, что ты просто статист в собственной жизни. Да, очень такие не очень хорошие ощущения. И это чувство затягивает как трясина. Ты уже вроде бы не можешь противостоять даже этому. Вроде бы что-то хочешь делать, пытаешься что-то делать, но по факту просто крутишься на месте. Мы все понимаем в этом случае, что что-то надо менять, но сил и идей на это просто нет. А что если я скажу, что есть один до смешного простой метод, который может перезагрузить твою жизнь и вытащить даже из самого глубокого застоя? Просто посмотри это видео до конца. И я обещаю, что мы докопаемся до настоящего корня твоей проблемы. И вернем тебе энергию для движения вперед. Теперь сконцентрируйся, мы начинаем. Анатомия стагнации. С чего вообще это все начинается? Это фактически нам нужно поставить реально диагноз того, что происходит и как нам нужно лечить эту болезнь. То есть давайте зададим вопрос простой. Что такое застой на самом деле? И сразу скажу, это не лень и не слабость. Застой – это СОС-сигнал, СОС-сигнал от твоего подсознания, который кричит, уже даже не говорит, а просто кричит: «Эй, что-то идет не так». Может, ты потерял из виду свои настоящие цели? Или те цели, за которыми гнался, оказались чужими? А может, ты просто дико устал от бесконечной рутины, которая высосала все внутренние соки? Фишка в том, как устроен наш мозг. Он ленивый гений. Его главная задача – экономить энергию. Странно, вроде бы он должен помогать, а он просто экономит энергию. Да, когда у нас много энергии, это для него ненормально. Для этого он создает привычки и шаблон, чтобы лишний раз не напрягаться. Но когда эти шаблоны перестают приносить радость и ведут в тупик, мозг все равно за них цепляется. Тоже понятные, то есть почему я могу ответить, что это понятные, то есть вещи. Всегда знакомое болото кажется безопаснее, чем неизвестный океан, там чистая вода. Да нет, вот здесь мы знаем, это вот здесь мы найдем ответы. Твоя прокрастинация и апатия – это просто война внутри твоей головы. Я не знаю, знаете ли вы, нет, там есть лимбическая система. То есть у нас мозг сложно устроен, но древняя лимбическая система хочет лежать на диване и получать удовольствие прямо сейчас. То есть от всего стандартного, то, что понятно. А префронтальная кора пытается думать о будущем. И это война, это реальная война внутри мозга. Когда эта война затягивается, наступает паралич воли. Вот это мы и называем застоем. И что мы делаем в этот момент? Пытаемся бороться с симптомами.
Заставляем себя работать, ищем хобби, смотрим мотивационные видео на YouTube, читаем книги. То есть очень много есть книг для этого. Но все это как вычерпывать воду из лодки с огромной дырой в днище. Ты тратишь тонны энергии, а лодка все равно тонет. Вроде все знаешь, но ответов нет. И потому что ты не чинишь пробоину. Большинство советов бьют по верхам. Но чтобы реально что-то изменить, копать просто нужно глубже. И найти проблему. То есть это как поставить правильный диагноз при болезни. Если поставим правильный диагноз, это уже на 90% или 99% пациент может быть вылечен. Теперь посмотрим, где находится решение. Так как же найти эту пробоину? Что если я скажу, что для этого есть техника настолько простая, что кажется даже детской, смешной, но при этом она настолько мощная, что ее используют в Toyota для решения сложнейших проблем на производстве. И его даже используют психотерапевты для работы с глубочайшими кризисами у людей, которые реальные кризисы, и там нужны уже психотерапевты. Но мы можем этого избежать и вот этот застой убрать просто этой техникой, и у нас жизнь сразу изменится. Поверьте, и дальше я вам сейчас покажу это. Эта техника называется метод 5 почему. Да, вот так просто. Ее придумал основатель Toyota Сакити Тоеда. Он понял, что большинство проблем, которые мы видим, это лишь верхушка айсберга. И пока мы не найдем причину под водой, мы будем бесконечно натыкаться на одни и те же грабли. Этот метод позволяет всего за 5 вопросов прорваться сквозь туман отговорок и самооправданий, почему я так делаю, и поверхностных суждений увидеть то, что на самом деле тебя тормозит, то есть истинную причину. Но просто надо понять четко, что это не волшебная палочка. Это, скорее всего, хирургический скальпель для твоего сознания. Он помогает скрыть нарыв и понять, что именно нужно лечить. И сейчас я покажу тебе, как им пользоваться. Нам сейчас нужно будет идти шаг за шагом. Никакие проблемы, никакие болезни не лечатся сразу глобально. Их надо разделить. И сейчас мы будем идти к тому, что как это мы делаем шаг за шагом. Возьми бумагу, ручку и 15 минут тишины. Готов? Поехали. Шаг первый. Сформулируй проблему. Четко, честно. Запиши на бумаге, что тебя гложет вот на данный момент. Максимально конкретно. То есть не в стиле того, что все плохо. А теперь давай конкретизируем. Да? Я не могу заставить себя искать новую работу. Хотя свою работу я ненавижу. Или, допустим, если мы возьмем эмоциональную проблему, я постоянно срываюсь на близких без всяких причин. Или для тех, которых, допустим, как я, допустим, полные, у меня нет сил на спорт, хотя я знаю, что мне это нужно. Это наша стартовая точка. Четкое определение проблемы. Теперь дальше шаг второй. Задаем первый вопрос «почему?». Это первый «почему?». Потому что у нас должно быть 5. Идем дальше. Почему это так? Запиши самый первый ответ, который прилетит в голову. Без цензуры, без анализа. На тебя никто не ждет. Ты сам с собой теперь взял ручку, пишешь. Проблема. Я не могу заставить себя искать
новую работу. Вот это действительно проблема. Ты работаешь на месте, где тебе вообще ничего не нравится, и ты определил проблему, что новую работу. Почему номер один? Потому что после работы у меня нет ни сил, ни времени. И теперь дальнейший третий шаг – это спросить, почему еще 4 раза. А вот теперь начинается магия. Бери свой ответ и снова задавай к нему вопрос «почему?». И вот это повторяется 5 раз. И каждый раз ты должен отталкиваться от своего предыдущего ответа и на него поставить вопрос «почему?». Сейчас мы конкретно на примере я покажу, чтобы это не быть голословным. Так что мы сейчас будем вот этот пример, который мы насчет работы взяли, мы его сейчас разделим на эти 5 почему. Теперь почему номер 2. А почему у меня нет сил и времени? Потому что я прихожу домой как выжатый лимон, и все, что я могу, это просто смотреть сериалы, лежать и смотреть сериалы. Ну, наверное, это многим знакомо. Почему номер 3? А почему я как выжатый лимон? Потому что я на работе занимаюсь какой-то бессмысленной фигней, которая мне не дает никакого удовлетворения, а только высасывает мою энергию. Я постоянно в негативе. Почему номер 4? Уже мы дошли до 4. Почему я занимаюсь этой фигней? Да потому что я боюсь попросить о новых, более интересных задачах. Опа. Вот видите, как мы двигаемся. И теперь самый главный почему, номер 5. Почему я боюсь попросить? Потому что в глубине души не верю, что достоин чего-то большего. Я боюсь, что возьмусь за сложный проект, провалюсь, и все увидят, какой я на самом деле некомпетентный. Видишь, что произошло? Мы начали с банальной нехватки времени. А к чему мы пришли? Мы пришли к глубинному страху неудачи и синдрому самозванца. Кстати, в предыдущих видео я говорил о синдроме самозванца именно в виде страха. Можете посмотреть то видео тоже, это вам поможет. Вот она, настоящая причина. То есть причина, оказывается, не отсутствие времени, не то, что мы устали, а внутренний страх. Страхи всегда могут нам как мешать, так и помочь развитию. Теперь шаг 4. Посмотри в лицо корневой причине. 5 ответ – это почти всегда оно. Корень твоей проблемы. Это может быть ограничивающее убеждение из детства. Опять мы возвращаемся в детство, когда говорим про страхи. Ты должен быть идеальным. Ошибаться стыдно. Глубокий страх неизвестности, осуждения. Или то, что твои действия полностью противоречат твоим настоящим ценностям. Пока ты не увидишь эту причину, ты так и будешь бороться с ветряными мельницами. Что мы сейчас должны делать? Мы идем на шаг 5. Сделать один микрошаг. То есть мы, когда определили проблему, не надо бросаться на него с мечом. Мы уже знаем врага в лицо, и теперь нам надо продумать стратегически, как мы будем его решать. Твоя задача придумать одно крошечное, почти смешное действие, которое будет направлено на работу с этой корневой причиной. Не то, что найти новую работу сразу, да, бежать. Нет, нет, это не нужно делать. Что-то гораздо меньше. Если корень страх некомпетентности, то есть ты считаешь, что ты некомпетентен и, в принципе, можешь очень спокойно провалиться,
твой микрошаг может быть таким. Потратить 15 минут и прочитать одну статью о крутом спеце именно в твоей области, который тоже с чего-то начинал. Я думаю, что таких ресурсов очень много в интернете, и спокойно ты его найдешь. Или написать одному своему другу, товарищу, знакомому, который работает в компании твоей мечты, и просто спросить его, как проходит его рабочий день. Может даже встретиться за чашкой кофе, выпить и, допустим, вот этот разговор вести. Задача этого шага не решить проблему одним махом, а просто сдвинуться с мертвой точки и доказать своему мозгу, что действовать возможно не так уж страшно. Видите, как очень интересно наши действия. Оказывается, мы начинаем еще управлять своим мозгом и можем это делать. А не то, что мозг должен постоянно давить на нас, как мы должны решать, или как решать проблемы или жить. А почему это работает? Почему этот детский метод работает? Во-первых, он переключает мозг из режима паники в режим исследователя. В режиме исследователя нету действительно никакой паники. Ты перестаешь переживать проблему и начинаешь его анализировать. Во-вторых, он обходит твою внутреннюю самозащиту. На прямой вопрос, в чем твоя главная проблема, твое эго найдет 1000 красивых отмазок. Это любое эго из нас внутри вот это так бы сделал бы. Но это цепочка. Цепочка из 5 почему. Просто не оставляет ему шанса. И выводит на чистую воду. Потому что это действительно очень просто. И мы дошли до этого. Почему? Почему? И мы действительно нашли ту самую проблему, которая есть. И в-третьих, самое главное, он превращает огромного монстра по имени Застой в конкретную, понятную задачу. Работать с убеждением «я боюсь провалиться» намного проще, чем с размытым «я застрял». И когда ты делаешь тот самый микрошаг, шажок, происходит маленькое чудо. Ты получаешь крошечную дозу дофамина. Это гормон награды. Тебе уже хорошо. Твой мозг получает сигнал. Еще один пример или, допустим, опыт. Ого, действие привело к результату. Оказывается, это было не страшно. И дальше давай еще. Так запускается цепная реакция, которая медленно, но верно вытащит тебя из любой трясины. Ты в этом случае не просто выходишь из застоя, ты его начинаешь излечивать. То есть это не убегать от проблемы, а именно решить проблему, не оставлять за собой его. Что теперь нужно делать? Мы с тобой вот сегодня очень хороший путь прошли, а теперь твоя очередь. Я очень не хочу, чтобы это видео стало для тебя просто очередной порцией информации. Я хочу, чтобы оно стало инструментом. Поэтому прямо сейчас, как только видео закончится, пожалуйста, возьми листок бумаги и сделай это упражнение. Не откладывай. Это просто будут твои инвестиции. Вот эти 15 минут будут твоими инвестициями в себя, в твое будущее. И еще одна просьба огромная. Поделись своим опытом в комментариях. Да не нужно писать детали, конкретики не надо. Просто можно написать «я нашел» или «я нашла свой корень». Или просто 5-й вопрос меня удивил. То есть мы действительно находим тот ответ на 5-й вопрос, который нас действительно удивляет. Мы, оказывается, об этом не думали. И твой пример может стать тем самым толчком, который нужен другому человеку, чтобы сделать этот шаг. Давайте создадим вместе здесь волну осознанности. Все вместе.
И, конечно, если это видео было для тебя полезным, если оно дало тебе новый взгляд на вещи, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. И еще плюс кликни на колокольчик, чтобы ты получал каждый раз уведомление, что новое видео вышло. И давайте изменим нашу жизнь в лучшую сторону и поможем себе выйти из того болота, где мы находимся. И еще поможем этим нашими комментариями, разговорами другим, чтобы другие тоже там не сидели. Потому что иногда нет примера, за кем можно последовать. Нам всегда легче следовать чужому примеру. То есть, и теперь вот общий вот conclusion до сегодняшнего видео, выводы, то есть то, что я хочу, чтобы вы все запомнили. Застой – это не приговор. Это просто навигатор, который говорит, что сбился с курса. Это не стена, это приглашение заглянуть внутрь себя. Раньше у тебя не было карты, и ты бродил в темноте, ты бродил именно в местах, где тебе неизвестно, непонятно. Теперь у тебя есть компас, метод 5 почему. И он не покажет тебе весь маршрут, но он точно укажет, куда сделать следующий шаг. А один правильный шаг – это уже движение. Это уже победа над параличом. То есть мы сейчас в данный момент говорим о том, что застой, твой застой – это не тупик, это трамплин. Тебе просто нужно было понять, в какую сторону прыгать. И теперь ты это знаешь. Я думаю, что пришло время именно действовать.